Учение свет, а не учение тьма. Может ли блеск софитов заменить сияние знаний? К успеху можно идти разными путями, что не устают доказывать люди на протяжении многих поколений. Кто-то выбирает получение образования, чтобы обеспечить себе определенный старт, а кто-то предпочитает сразу пойти работать. Среди российских звезд также есть люди, которые получили высшее образование, а есть и те, кто с трудом окончил школу. А пока мы не начали разбирать образование знаменитостей, напишите в комментариях, кого из звезд отличников знаете вы, ну а кто, возможно, был неучим. У Николая Баскова, например, блестящее образование. Он с отличием окончил Академию музыки имени Гнесиных и стал аспирантом Московской государственной консерватории. В 2003 году он защитил кандидатскую диссертацию. Несколько лет Николай был преподавателем на кафедре вокала в разных университетах. А в 2010 году Басков получил диплом менеджера, закончив факультет управления Московского государственного университета. А как бы вы, уважаемые слушатели, отнеслись к тому, если бы вашим преподавателем музыки был Николай Викторович? Продюсер, сценарист и автор собственных песен Семен Слепаков имеет даже 2 высших образования. У Семена 2 диплома с отличием. Один с французского отделения иностранных языков, а второй с экономического факультета. После университета мужчина поступил в аспирантуру и защитил диссертацию по экономике. Следующий кандидат в буквальном смысле этого слова – Елена Малышева, самый известный доктор страны. В 1987 году стала кандидатом медицинских наук. Написала более 50 научных работ. Кроме работы на телевидении, она уделяет время и преподаванию. В 2007 году Малышева стала доктором медицинских наук. Титул «Мисс Вселенная» обязует свою обладательницу участвовать в международных поездках и участиях в акциях, что не совсем было по душе победительницы 2002 года Оксане Федоровой. Девушка писала кандидатскую по юриспруденции, которая и была главной ее целью. Также Оксана преподавала право и работала в милиции, еще тогда не полиции, из которой уволилась в 2007 году. Ну а многим другим звездам для успешной жизни хорошие оценки были не нужны. Певец Шура признался, что не смог окончить школу из-за плохой успеваемости. Его выпустили со справкой о неполном среднем образовании. После Александр работал вожатым в лагере, занимался флористикой и рукоделием. Продюсеры заметили его во время выступления в ресторане, после чего и началась его карьера на сцене. У известной актрисы Оксаны Акиньшиной из-за модельной школы и съемок в кино практически не оставалось время на школу. Девушка даже не получила аттестат о среднем школьном образовании, выпустившись лишь со справкой. Но через несколько лет она закончила частную школу экстерном. Самая популярная российская модель Наталья Водянова в 15 лет бросила школу, а уже в 16 она заключила договор с модельным агентством. Красота, как говорится, требует жертв. И здесь этой жертвой стала учеба. Будущий актер и режиссер Федор Бондарчук тоже не пылал любовью к учебе и не отличался примерным поведением. После школы он пытался поступить в университет, но в сочинении допустил более 30 ошибок и пошел на режиссерский факультет в ГИКа. А вот как с такой грамотностью Федор поступил в вуз, нам остается только догадываться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди у нас много всего интересного из мира карьеры и образования.